Друзья, всем привет! Меня зовут Артем, и добро пожаловать на Russian Progress. Если это первое видео из серии «Принципы эффективного изучения русского языка», то я вам рекомендую сначала посмотреть первое видео, ссылка будет в описании. Прежде чем мы приступим ко второму принципу, я хотел бы поделиться с вами некоторыми новостями. И первая новость — это то, что на Фейсбуке теперь я тоже выкладываю видео, и там тоже будут субтитры. То есть теперь вы найдете субтитры и на Ютубе, и на Фейсбуке. Так что пользуйтесь. Вторая новость — это то, что канал достиг 100 подписчиков. Спасибо большое. Я очень рад, что вам нравится этот проект. И третья новость — это то, что теперь можно все материалы, все аудио и а, тексты, которые я готовлю, можно все это изучать на платформе link.com. Link.com. Это сайт, где вы можете, ну, во-первых, у вас будет аудио, текст, и вы можете, кликая на слова, легко их переводить. Это просто шикарный ресурс. И к тому же у вас будет возможность поддержать этот проект, если вы, ну, то есть, оформите там подписку и будете изучать там, соответственно, мои материалы. Теперь приступим непосредственно к второму принципу. И второй принцип, он вытекает из первого. А я напомню, первый принцип у нас был — это изучать русский язык, используя его. Это значит, что нужно не зазубривать грамматику, не накапливать грамматические правила и какую-то лексику, которая вам не нужна, а вырабатывать навык понимания и использования языка в говорении и в любых и других 4 направлениях. Это может быть аудирование, чтение, письмо и говорение. Сегодня я хотел бы подчеркнуть и выделить один из этих 4 навыков. И это слушать, 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 слушать. Для того, чтобы эффективно изучать русский язык и для того, чтобы его выучить, вам нужно его много слушать. Давайте вспомним, как мы изучали наш родной язык. До того, как мы родились, мы слушали. Когда мы родились, мы слушали. И после 6 месяцев постоянного аудирования человек начинает уже понимать. То есть младенец, он начинает понимать язык. Как это происходит? То есть человек, ребенок, он видит ассоциации, он слышит какие-то звуки и видит какую-то ассоциацию. И таким образом он строит связь и может потом понимать, что вот этот звук ассоциируется с этим образом, с этой ситуацией. Нам, людям, у которых есть уже есть родной язык, нам не обязательно строить какие-то ассоциации образами, потому что это не очень легко. Ну, представьте, как можно представить такие слова, как любовь, свобода. Это тяжело. Гораздо проще переводить их. И именно поэтому все материалы, которые здесь есть, аудиоматериалы, то есть видео, аудио, они сопровождаются текстом. Это для того, чтобы вы могли, вы слушаете много, потом вы переводите то, что вы не знаете. И это очень эффективно. Это очень эффективно. Но все же самое главное — это слушать, это много слушать. Текст — это поддержка. Это позволяет вам узнавать новые слова, позволяет вам ну, как-то ориентироваться проще в языке, потому что вы не можете переводить на слух. Ну, если вы не знаете, как это написать, то это тяжело. А текст вам позволяет просто копировать, вставить в переводчик, и все, вы знаете слово. Так вот, возвращаясь к слушанию, во-первых, это эффективно, потому что, слушая, вы запоминаете и правильное произношение, и грамматику, и вы видите, как используется язык на практике.
Вы слышите мелодию языка, вы изучаете новые слова, понимаете, в каких контекстах и как они используются. То есть это первое, это эффективно. Во-вторых, это легко. Это легко, потому что вам нужно сделать? Вам нужно включить аудио и слушать его. Все, вам не нужно делать ничего. Вы можете даже заниматься чем-то другим. Конечно, важна концентрация, надо концентрироваться, но это не все равно, что сидеть за учебником или зубрить какие-то правила, или, не знаю, даже читать. Читать гораздо сложнее, потому что вы можете не знать, как прочитать, вы можете не знать слова, вы можете, не знаю, это гораздо сложнее. Это уже не такой, скажем так, естественный язык. Естественный язык — это общение, это в смысле речь, это не письмо. Вот. И, наконец, аудирование — это интересно. Вы находите тему, которая вам интересна, и слушаете ее, просто потому что вы хотите узнать что-то об этом. Не потому что вы хотите выучить язык, а потому что вам интересны путешествия, не знаю, иностранные языки, бизнес, психология. Вот вам интересны эти темы, саморазвитие, и вы просто пытаетесь узнать что-то через язык, тем самым еще и убивая двух зайцев. Получается, вы изучаете язык и узнаете что-то новое, и интересное, и полезное. Так что вот, да, следующий важный пункт — это то, что нужно слушать много раз одно и то же. Почему? Потому что так как вы изучаете язык, вам нужно все запоминать. И чтобы лучше всего запомнить, не нужно перескакивать с одного материала на другой. Сконцентрируйтесь на одном, слушайте по много раз. Я бы ориентировался где-то 5 раз нужно прослушать, просмотреть вот это видео 5 раз. То есть первый раз вы смотрите просто, пытаетесь понять общий смысл, потом вы смотрите, переводите незнакомые слова, потом вы с субтитрами смотрите, потом без субтитров, потом еще, еще и еще. И в конечном счете вы понимаете отлично, там, не знаю, на 80-90% это видео или это аудио, что очень-очень эффективно. Так что, да, слушайте по много раз, вы не только запомните слова, вы запомните и произношение, и грамматику, и то, как в целом используется язык. И вообще это, блин, очень круто и интересно. Так что, да. Что я тут еще написал? И тут вы можете сказать, что да, слушать много — это круто, но у меня нет столько времени. И в следующем принципе я расскажу вам, где находить время на изучение языка. На этом на сегодня все. Спасибо, как обычно, что смотрите, что поддерживаете, ставите лайки, подписываетесь. Это все очень здорово. Я только начал этот проект, и уже 100 человек подписалось. Очень рад. Продолжайте в том же духе. Самое важное для меня — это чтобы вы писали комментарии, чтобы вы какую-то оставляли обратную связь. Это и интересно, и мне, и вам попрактиковать русский, пописать на русском. И я хочу знать вообще, что вы думаете об этом, и да, какие ваши мысли. И если вы кого-то знаете, кто изучает русский, то дайте им знать. И на этом у меня все. Спасибо, и увидимся в следующем принципе. Пока.